Дурова. Сергей Викторович, как вы оцениваете ситуацию с задержанием во Франции? А как вы оцениваете ситуацию с задержанием во Франции основателя Телеграм Павла Дурова? Была ли хоть какая-то реакция от Парижа на российскую ноту? И рассматривает ли МИД отказ от использования платформы в случае, если Дуров пойдет на сотрудничество с французским следствием? И как, по вашему мнению, в целом ситуация с задержанием Дурова повлияет на двусторонние отношения Москвы и Парижа? Спасибо. Ну, я начну с конца. Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке, в том числе из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналистов. Задолго до нынешних событий, много лет назад, когда и украинский-то кризис не перешел в горячую фазу, мы столкнулись с проблемой в связи с тем, что Елисейский дворец отказал в аккредитации «Арти» и «Спутник». Мы обращались неоднократно в соответствующие службы Белого дома, до помощников Макрона доносили эту нашу озабоченность. Ответ был непреклонным. «Арти» и «Спутник» – это не средства массовой информации, это средства государственной пропаганды. Это вот одна характеристика отношения наших французских коллег к свободе слова, к средствам массовой информации. Более того, в 1990 году, когда казалось, что наступил, говоря словами Фрэнсиса Фукуяма, конец истории, в ОБСЕ под всеобщее ликование в Париже была одобрена специальная декларация с торжественным обещанием, а одобрена она была по инициативе Франции, с торжественным обещанием обеспечивать стопроцентный свободный доступ к любой информации, как на своей территории, так и к той информации, которая происходит с территории других государств ОБСЕ. И пока Советский Союз пребывал в состоянии распада, и пока Российская Федерация пребывала в том состоянии, в каком она пребывала в начале 90-х годов, в середине 90-х годов, Запад настаивал на том, чтобы это святое обязательство соблюдалось. Ну, прежде всего, конечно, нашей страной. А потом, когда мы вернулись к собственной истории, к собственной идентичности национальной, к своим корням и стали продвигать свои интересы на международной арене, Запад отруливать начал от этого обязательства. И посмотрите, как сейчас мы одни в ОБСЕ напоминаем об этом обязательстве обеспечивать доступ к информации в своих странах и за рубежом. Все остальные понапринимали законов, каких-то специальных инструкций, в том числе инструкции, которые сейчас вменяют, нарушению которые вменяют Павлу Дурову, хотя какая-то бельгийская компания, которая регулирует применение этого закона Евросоюза, открещивается от того, что она на кого-то жаловалась. Там очень много несуразного. Поэтому реакция Франции на свободу слова, она нам давно известна. Отношений, как я уже сказал, хуже некуда, и не по нашей вине. Президент Макрон среди лидеров и в НАТО, и в Евросоюзе по ужесточению политики в отношении России, по наращиванию военной помощи Украине, по обеспечению победы нацистского режима Зеленского на поле боя. Ну, вы это видите, тут, в общем-то, особо добавить и нечего. Что касается наших конкретных действий, нота наша находится на рассмотрении, мы ожидаем от нее ответа на эту ноту. Вы также, наверное, знаете, что и Объединенные Арабские Эмираты занимаются тем же вопросом. У них тоже есть группа адвокатов, которые обратились с просьбой получить немедленный доступ к Павлу Дурову. Но что касается использования этой платформы, она очень удобна, она по-настоящему защищена. По крайней мере, если у кого-то были в этом сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету
забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что Telegram действительно надежная и популярная сеть. Павел Дуров еще в прежние годы, у нас ведь тоже были вопросы к Телеграму, но речь шла исключительно о правовых делах, которые рассматривались в соответствии с законом и решались. И никогда ни о каких попытках ограничивать свободу Павлу Дурову или его команде даже не возникало. Вот. Но Павел Дуров не раз лично говорил, что он не пойдет ни на какие компромиссы в отношении тех принципов, на которых основан Телеграм.